С момента первых ударов по мячу, совершенных в конце XIX века, футбол стал частью культурного кода Петербурга. Вехи истории города можно разметить победами и поражениями его главной команды – «Зенита». Путь длиною в 100 лет. От фабричной команды, одной из сотен, до самого успешного российского суперклуба. От самодельного футбольного поля до «Газпром-арены», самого посещаемого стадиона России. От взятого в год снятия блокады Кубка СССР до чемпионства 1984 года, ставшего последним аккордом в жизни до перестроечного Ленинграда. От пустых трибун на матчах первой лиги в начале 90-х до 60 тысяч зрителей на матчах РПЛ. В экспозиции были представлены 12 эпизодов истории города и его команды. В каждом из них «Зенит» играл не только со своими соперниками, но и с обстоятельствами, предложенными эпохой. Бедность и богатство, политические и личные кризисы, время застоя и время перемен. В футболе считается, что вместе с 11 футболистами на поле всегда присутствует еще один, 12-й – болельщик. «Зениту» повезло. 12-й игрок – это весь город. Этому игроку мы и посвятили нашу выставку. В залах экспозиции зрителя сопровождали голоса известных петербуржцев, болельщиков «Зенита», записанные для аудиогида. Они же станут проводниками и в нашем кинопутешествии. Мы, авторы и создатели этого проекта, выражаем особую благодарность ПАО «Газпром», без которого были бы невозможны ни победы «Зенита» в 21 веке, ни сама эта выставка. Я Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа, почетный гражданин Санкт-Петербурга и президент Всемирного клуба петербуржцев. Приветствую вас на выставке, посвященной одному из замечательных символов нашего города. Символ его наравне с Эрмитажем. Само появление Эрмитажа в этой еще, в общем, грязи и снегу строящегося Петербурга на зло всему миру, это было действительно шагом создания всего нового, что нужно для растущего государства. И в какой-то мере «Зенит» и футбол в Петербурге был тоже движением нового. Первые футбольные матчи – это в грязи, в воде и, в общем, в такой типичной петербургской обстановке рождались и родились уже по существу в конце 19-го, начале 20 века, ну и в то время, когда много нового рождалось. «Зенит» нам очень дорог именно как символ Петербурга. Эта команда – часть нашего города, и она справедливо претендует на то, что все этапы ее истории связаны с этапами развития города. Историю города можно проследить по событиям в жизни «Зенита». И вот про это будет рассказ, и через эту замечательную анфиладу, почти музейную, разные этапы «Зенита» окажутся для вас частями той истории города, которую мы вроде все знаем, а вроде не очень знаем. «Зенит» поможет узнать лучше. Город над Волной хочет упасть, кавалер барышню почту красть. Добро пожаловать в Петроград, а затем и Ленинград 20-х годов. Я Лев Лурье, историк, исследователь Петербурга, болельщик «Зенита» уже 70 лет, с самого практически своего рождения. Те, кто в Петербурге не жил, периодически начинают спорить о песне, первый куплет которой только что прозвучал. Что же там крутится, шарф или шарф? Фильмы 30-х, конечно, сильно приукрашивают реальность того времени. Кое в чем они правдивы. Простые парни с рабочих окраин Ленинграда тогда действительно чувствовали себя строителями новой жизни. Они молоды, горячи, полны сил и верят, что впереди у них только хорошее. Вероятно, такими были рабочие Ленинградского металлического завода, сокращенно ЛМЗ. И вот в 1925 году появляется, собственно говоря, так сказать, эмбрион нашей любимой дорогой команды «Зенит». Это команда Ленинградского металлического завода, одного из крупнейших городских предприятий. Потом название этой команды несколько раз менялось. Она называлась «Сталинцем», потом стала называться «Зенитом». Потом из Ленинградского металлического завода перешла в другое замечательное предприятие, Ленинградское оптико-механическое объединение. И, в конце концов, начала играть в первенстве страны и стала интегральной частью городской жизни.
В это время страна переживает настоящий футбольный бум. В первенстве Ленинграда в 1931 году участвуют 178 предприятий, каждый из которых выставляет по 5 команд. Сталинец в этом году впервые решается выйти на городские соревнования и сразу занимает первое место в своей группе. Что характерно, в тех соревнованиях в зачет шли не только выигранные матчи. Учитывалось и количество ударников труда в команде, и насколько успешно игроки сдали нормы ГТО. У сталинца с этим проблем не было. Молодой директор завода Иван Пенкин сам играет в футбол и знает, как сделать так, чтобы в его команду постепенно перешли лучшие футболисты города. При горячей поддержке коллектива и под огнем критики заводской газеты сталинец идет вперед и добивается побед. Уже вратарь Георгий Шорец назван лучшим вратарем СССР. Уже капитан Борис Ивин и два его товарища по команде Александр Зябликов и Константин Сазонов в составе сборной Ленинграда принимают одну из сильнейших команд Европы – сборную Басконии. И, наконец, высшее достижение сталинца. В 1939 году команда выходит в финал Кубка СССР. И ответила на гол сильной атакой на ворота «Спартака». И вскоре им удалось удачной комбинацией прорваться и сравнять счет. На поле, превратившемся после 14-часового дождя в болото, они мужественно сражаются против московского «Спартака» и уступают 3-1. За это почетное поражение их не осуждает даже суровая заводская многотиражка. Через год команда получает новое имя «Зенит». Ждем еще лучших игр и побед, предвкушает корреспондент многотиражки. А впереди у «Зенита» совсем другие поединки. Впереди 41 год. Об истории «Зенита» во время блокады Ленинграда расскажу я, Теодор Куренцис, дирижер и основатель оркестра «Музыка Этерна» и художественный руководитель культурной институции «Дом радио». Великая Отечественная война, блокада Ленинграда для меня, как для петербургского музыканта, работающего в Дом радио, неразрывно связаны с 7-й симфонией Дмитрия Шостаковича. Любопытно то, что помимо музыки у Шостаковича была еще одна большая страсть – футбол. Композитор был страстным болельщиком, вел собственный журнал статистики футбольных матчей, писал письма футболистам. О любви Дмитрия Дмитриевича к футболу даже написаны книги и диссертации. Но вернемся к блокаде Ленинграда. Это время ежедневных подвигов всех, кто хранил и поддерживал здесь жизнь. Две такие истории я хочу вам рассказать сегодня. Итак, 31 мая 1942 года. Футбольный матч в городе, где люди не имели физических сил даже выйти на улицу за водой. Матч между ленинградским «Динамо» и «Зенитом». Чуть позже, 9 августа 1942 года, исполнение Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в переполненном концертном зале Ленинградской филармонии. Репетировали ее находящиеся на грани голодной смерти музыканты. Прямая трансляция исполнения велась по радио и на улицах города. Это был необычный концерт, а пример героической стойкости и высочайшей воли к победе, которая, разумеется, не могла не произвести ошеломляющее впечатление на противника, уверенного, что в Ленинграде жизни не осталось. После снятия блокады в 1944 году, не имея ни одного запасного игрока, «Зенит» вступает в розыгрыш Кубка СССР по футболу. Перед финальным матчем с командой ЦДК все были настолько уверены в победе московского клуба, что напутствием, которое футболисты получили от городских властей, было: проиграйте красиво, не дайте им много забить. Но «Зенит» выиграл, и столичный стадион «Динамо», полный московских болельщиков, аплодировал не только команде, но стойкость и героизм города-героя, дух которого она так ярко продемонстрировала. Ленинградская команда обходит всех грантов советского футбола и берет Кубок СССР. В Ленинграде футболистов встречали как героев. Это был первый в истории команды триумфальный проезд по Невскому проспекту. Вызывает уважение, не правда ли? Блокадный футбольный матч, исполнение Ленинградской симфонии
те вехи истории нашего города, которые не должны уйти из нашей памяти. Шум, который вы слышите, сопровождает меня всю жизнь. Большинство знает меня, Геннадия Орлова, как спортивного комментатора. Неудивительно. Этому делу я отдал более 50 лет. Для меня стадион не просто бетонная коробка, место для встреч, для радости и грусти. Это целая вселенная, огромный мир. За всю свою историю «Зенит» играл на 13 стадионах Петербурга. Мы выбрали 5 самых важных. Стадион имени Красного спортивного интернационала. Здесь «Зенит» играл в 1930-е годы. Точнее, не «Зенит» еще, а команда Ленинградского механического завода «Сталинец». Александр Никольский и Лазарь Хидикель, архитекторы стадиона, вдохновлялись идеями конструктивизма и супрематизма. Они верили в то, что профессиональный спорт в Советском Союзе не нужен, потому что спортсменом должен быть каждый житель. Именно поэтому у арены была только одна трибуна. Здесь люди больше занимались спортом, чем смотрели на него. Стадион имени Сергея Мироновича Кирова на Крестовском острове. Это предшественник «Газпром-арены». 100 тысяч мест. Исполинские масштабы. Когда его открыли в 1950 году, в Ленинграде жило чуть более 2 миллионов человек. Если трибуны были заполнены, это значит, что как минимум каждый 10-й мужчина города прямо сейчас на футболе. Другой стадион – спортивно-концертный комплекс имени Ленина. СКК, как все его называли в городе, строили к Олимпиаде. Но олимпийских состязаний он так и не увидел. Зато увидел бронзовый и золотой матчи «Зенита» в чемпионате СССР. Следующий наш герой – стадион имени Ленина. Первые матчи здесь сыграли в 20-е годы прошлого века. С тех пор арену постоянно перестраивали, а в блокаду и вовсе разобрали на дрова. В 90-е стадион стал домашним стадионом «Зенита» и получил новое имя – Петровский или просто Петрович, как его называют фанаты. Ну и, наконец, «Газпром-арена» – наш сегодняшний дом, инженерная и архитектурная доминанта города. Вместе с Лахта-центром и мостом западного скоростного диаметра стадион стал символом нового облика Петербурга. Это место, куда, как и десятки лет назад, на стадион имени Кирова приходят родители с детьми. Большие начальники сидят неподалеку от подчиненных и вместе вскакивают с трибуны, когда команда идет в атаку. Но главное все-таки не в победах, а в том, что здесь город встречается с самим собой. Живым, страстным, настоящим. Удар! Мимо! Ёлки-палки! Ёлки-палки! 40 лет без побед. Так мифология «Зенита» называется период с 44 по 80 год. И я, Михаил Боярский, прекрасно помню это время, на которое пришлись мои детство, юность и молодость. Я вырос в ленинградской коммуналке, а на стадионе оказался первый раз в 5 лет. С тех пор футбол сопровождает меня всю жизнь. Ну а Петербург в этой жизни главная любовь. В эти самые 40 лет «Зенит» действительно не выигрывал больших трофеев, но мы за него все равно болели. Именно тогда в городе сложилось ощущение, что, болея за «Зенит», мы болеем за Ленинград, за его особую непростую судьбу. После войны многие ждали, что в городе, который столько вынес, начнется какая-то совсем другая жизнь, но эти ожидания все никак не сбывались. И стадион становился тем местом, где можно было дать волю своим эмоциям. В эти годы были яркие победы, были моменты, когда команда почти зацепилась за медали, но в последний момент не повезло. И был момент, когда «Зенит» чуть не вылетел из высшей лиги в 1967 году. Только масштабные празднования 50-летия революции спасли команду. Кстати, именно этот провал в конечном итоге заложил базу для чемпионства «Зенита».
городские чиновники решили пересмотреть отношение к детскому футболу. И создали специализированную футбольную школу «Смена», из которой впоследствии вышли многие чемпионы «Зенита». Были другие игры, в которые приходилось играть и «Зениту», и Ленинграду. Например, игра под названием «Достать экипировку», импортные джинсы, достать возможность купить машину, даже достать место за столиком в ресторане или билеты в театр. Игроки «Зенита» в силу своего относительно привилегированного положения и в этом жанре выступали довольно успешно. Но все равно даже с формой у команды были перебои. Самое главное, это была любовь у команды к футболу, а у города к «Зениту». Мы не стали выносить фразу «40 лет без побед» в название зала, а взяли другое известное выражение, хоть и появилось оно уже в 90-е. «Люби «Зенит», больше побед». Мне кажется, эти слова применимы вообще к любому занятию в жизни. Люби то, что ты делаешь, и тех, кто рядом с тобой, и никогда не проиграешь. Страсть – это то, что движет футбольными фанатами. И, кстати, не только футбольными. Музыкальными в том числе. Я, Сергей Шнуров, этого точно знаю. А знаете, откуда произошло слово «страсть»? От понятия «страдать». У нас в городе это принято. За Петербург надо страдать. Вот такая чисто питерская особенность. Назовем это так. Фанат «Зенита» – это образ жизни. Выезды на край света, шиза, так на футбольном сленге называется активная поддержка болельщиков на стадионе. Все это часть жизни целой армии самых преданных зенитовских фанатов. В самом большом перформансе болельщиков «Зенита» на Петровском участвовало, между прочим, 19 тысяч человек. Откуда это взялось? Петербург – город портовый. Многое к нам приходило с Запада вместе с моряками, получившими возможность увидеть другие страны. Есть такая теория, что и культура болеть за свою футбольную команду на разрыв, на грани фола, не исключение. В конце 70-х единичные болельщики начали пробовать особенно активно поддерживать команду. Кричали хором простые речевки типа «раз, два, три, зенитушка, дави». В настоящее движение это превратилось только в 80-м году, когда «Зенит» под руководством Юрия Морозова начал всерьез показывать, на что способен. Тогда любители пошуметь договорились держаться вместе и всегда брать билеты на 33-й сектор стадиона. А 21 сентября этого же года на ответственный матч в Москве «Зенит-Спартак» впервые организованно отправилось аж 44 человека. Это дата первого выезда и считается днем рождения фанатского движения «Зенита». В то время на стадионе запрещено было практически все. Болеть стоя нельзя, скандировать хором нельзя, флаги и музыкальные инструменты тем более нельзя. Но они скандировали, вставали и разворачивали знамена, принесенные с собой под одеждой. Первые фанатские шарфы, розочки подряжали вязать своих мам и бабушек. Трехцветная атрибутика «Зенита», или мерч, как сейчас говорят, была придумана именно болельщиками. Впервые Невский проспект окрасился в сине-бело-голубые цвета в 1999 году, когда «Зенит» впервые взял Кубок России. Это была феерия. Город ликовал, танцевал и пел. А сколько песен перепето и переделано фанатами «Зенита», просто красавцы. Пойте, не останавливайтесь. В общем, проникнитесь атмосферой свободы и страсти. Один город, одна команда. А почему бы и не спеть нам? Поехали. С нами дождь
Сотен тысяч глаз «Зенит» чемпион, ревут трибуны, и флаг бело-синий в небо взмыл. «Зенит», ты не баловень фортуны, ты честно и по праву победил. Здравствуйте! В этом зале, названном «Счастье», с вами я, Александр Розенбаум, автор песен, музыкант, коренной ленинградец, болельщик «Зенита». Так вышло, что история, рассказанная здесь в экспозиции, это еще и история моей песни. Песни с названием «Зенит. Чемпион». Я начал выступать на эстраде в 1980 году, и в этом же году «Зенит» впервые после долгих лет дал болельщикам серьезную надежду на праздник. Благодаря тренеру Юрию Морозову в команде появилась своя ленинградская молодежь. Желудков, Герасимов, Брошин, Долгополов. В начале года эти фамилии мало кто знал, а к концу сезона Ленинград их просто обожал. И не только за первые в истории команды бронзовые медали, но и за азарт, за отвагу, за надежду на большее. В 1983 году команду возглавил Павел Садырин, и пазл сложился окончательно. Молодой тренер, до этого 11 лет отыгравший в «Зените», так чувствовал этих парней, что не победить они просто не могли. Ну а то, что происходило в 1984 году, я описал в песне, которую вы сейчас услышите. Сначала мы вышли в финал Кубка СССР, но упустили трофей. Это был 40-летний юбилей победы в Кубке 1944 года. И проиграть в Кубке было, конечно, невероятно обидно. Многие думали, что после этой неудачи команда просто не оправится. Но она оправилась и заиграла еще азартнее. Я провел с «Зенитом» практически весь сезон, все матчи. Я видел все то, о чем потом пел. И как выбили из гонки лидера «Спартак». И как, проигрывая в Тбилиси 2-0, за 10 минут до конца матча забили 3 мяча. И как ревели трибуны СКК имени Ленина 21 ноября, встречая каждый из 4 голов «Зенита» в чемпионском матче. Это был вечер среды, а на следующий день в Ленинграде, кажется, никто толком не работал. Все говорили об одном – «Зенит – чемпион». Да, это было счастье. Потом было чествование команды в том же СКК, где я хотел спеть эту песню, но не спел, потому что оказался слишком подозрительным для партийного начальства. Начальство потом много раз менялось, а песню я пою до сих пор. Благо поводов достаточно. Пусть так и будет дальше. Когда мальчишки... Добро пожаловать в 90-е. О них расскажу вам я, Татьяна Буланова. В 90-м году я впервые вышла на сцену. Это был актовый зал технологического института. А в 91-м, когда была введена должность мэра в нашем городе, ее занял Анатолий Собчак, Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. А я записала песню, которую в течение следующих 10 лет слышал, наверное, каждый житель нашей страны. Это было время больших потерь для одних и больших возможностей для других. Время расставания с прошлым. Футболом в начале 90-х я не сильно интересовалась. Да, честно говоря, многим тогда стало не до него. Возможно, это одна из причин того, что «Зенит» в полной мере ощутил трудности перехода в новую жизнь. В начале 1989 года «Зенит» стал самостоятельной хозяйственной единицей. Беда в том, что денег у этой единицы почти не было, и где их брать никто особо не знал. Кажется, вчера Ленинград праздновал чемпионство команды, и вот уже она на самом дне, даже не высшей, а первой лиги СССР. Распад Советского Союза принес неожиданный подарок. Появился чемпионат России, в высшую лигу которого автоматически попал и «Зенит», чтобы тут же из нее вылететь. Дальнейшие несколько лет кажутся похожими на бесконечный фильм путешествия. В плацкарте, на автобусах, а иногда и вовсе на случайном транспорте команда колесила по городам, названий которых некоторые жители культурной столицы даже не знали. Миас, Камышин, Саранск, Нижний Тагил, Чита и даже поселок Мосрентген. И при этом в составе команды все равно появлялись молодые игроки с горящими глазами, готовые месяцами месить раскисшие поля без зарплаты.
В 92-м они почти зацепились за место в высшей лиге. В 93-м почти в нее вернулись. Почти. Чуть-чуть не хватило денег, чуть-чуть удачи, чуть-чуть опыта. Мне кажется, очень символично, что именно 99-й год закончился взятием первого трофея новейшей истории «Зенита» – Кубка России. Те, кто до этой победы дошел, увидели то, чего не видел даже «Зенит» 84-го года. Синий бело-голубой от шарфов Невский проспект, на который тогда вышел, как казалось, весь город. Свет в конце тоннеля есть всегда. Нужно только продолжать идти. Не плачь, надежда есть всегда. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза. Оказавшись в этом зале, посетители выставки впервые не услышали голоса аудиогида. Мы, ее создатели, сознательно решили оставить зрителей наедине с историей и с личными воспоминаниями о свершениях сине-бело-голубых в 21 веке. Всего за 20 лет «Зенит» завоевал больше трофеев, чем за предшествующие 80. Разгром грандов европейского футбола, вручение команде Кубка и Суперкубка УЕФА, появление на эмблеме клуба сначала первой, а затем и второй звезды. Все это происходило на наших с вами глазах. Это, пожалуй, самая эмоциональная часть выставки. Эпоха больших побед, ставшая частью жизни каждого из нас. Тех, кто однажды связал свою жизнь с «Зенитом». Серия взаимных ошибок неподалеку от Воронежской штрафной заканчивается трюком Александра Киржакова и неожиданным для Гончарова ударом в дальний угол Андрея Аршавина. Возможно, голкипер решил, что наш хавбек не станет бить сам. Уважаемые болельщики, мы вас приветствуем на нашем телеканале финал Кубка УЕФА. Санкт-Петербургский «Зенит» после... Ой-ой-ой, здорово, прокатил, Денисов! Денисов забивает с передачи Аршавина. И посмотрите, какая передача тонкая. Много сил они приложили, чтобы дойти сюда до финала. Но здесь шлагбаумом на их пути стал питерский «Зенит». Это когда последний раз такое вы видели, а? Что дальше? Нужно бить! Удар! Гол! Гол!
Дефур. Халк. Удар! Мяч летел в ворота в ближний угол. Малафеев на месте. Халк. Ох, как опасно, да? Все время атакует. Удар Маутиньо. Малафеев, браво! Вячеслав Малафеев. О, Кришита. Маутиньо с мячом. Малафеев. Да, причем даже не придерешься к газону. Канунников, продавить-то он может, и удар у него хороший, и «Зенит» открывает счет. Канунников 1-0, но Быстрова хватает скорости уйти от опеки. 2-0, 2-0, Владимир. Были и другие Ох претенденты. ты, и третий залетел, и залетел же. Роман Широков 3-0. О, Криша, так 3 голевых паса. А сегодня едва 5-0 не стало, а вот станет. И станет, Стало. Широков забивает. Тимощук разбегается, удар по воротам в самый угол, без шансов для голкипера, и 1-0 «Зенит» выходит вперед на 9-й минуте встречи. Разбег, четкий удар в угол, и Анатолий Тимощук делает дубль. Что сейчас будет? Тимощук 7-2. Хет-трик все-таки делает Анатолий Тимощук. Завалили Тимощука. Все-таки Маньин сделал свое дело. Нет, это Тимощук бьет, и гол! Гол Анатолия Тимощука! Тевес. Нет, ну здесь один в один он ничего не сделает. Ох, хорош. Ну и обострить бы теперь. Найти партнера. Дани! Капитан команды Анатолий Тимощук. Защитника, ну а Дани был очень точен. Великолепный удар. Ну что мог сделать голкипер? И Дани с мячом. Халк слева. Халк под штрафную. Рондон и гол. Но классика «Зенита». Дани, Халк, удар. Опа! Ай да Халк! И Дани забивает третий мяч. Киржаков разминается у «Зенита». И удар, гол! Буквально ввели мяч в ворота, многоходовая комбинация, и Дани подарил. И Рондон забивает 13-й мяч в чемпионате. Вам огромное спасибо. И давайте мою любимую. Готовы? Это стольный град! Это наш «Зенит»! Дело!
59-41 на спине Михаила Киржакова. Серия пенальти начинается. Михаил Киржаков! И снова Киржаков! И снова Киржаков! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Пижонский! По-бразильски! Джога Бонита! Зенит! 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 4-й раз подряд команда из Санкт-Петербурга выигрывает Суперкубок России. Ищет мяч, а это красиво Клаудиньо на Дугласа Сантоса. Ну, надо пробовать бить, наверное, Вендел. Ой, красиво. Ой, здорово. И Вендел, передача. Красивейший гол. Шикарный гол. Третий Глушенкова в сезоне, пятый, вернее, в сезоне третий в чемпионате. Максимально просто и максимально красиво для зрителей. А вот давай посмотрим, что у кого день рождения. Мама! Этот зал о тех, чья работа — собирать команду, вдохновлять и вести ее к победам. Под руководством своих тренеров «Зенит» играл не только с командами соперников, но и с городом и теми обстоятельствами, в которые его поместило время. Кому-то в партнеры досталась война, кому-то бедность и потрясение 90-х, а кому-то нужно было не упустить открывшиеся огромные возможности. Наследие предшественников, капризы партийного начальства и звездных игроков, щедрость спонсоров или ее отсутствие, тренер обязан учесть все. Его план на сезон – почти полная аналогия плана на жизнь, который строит каждый из нас. Кто-то делает ставку на коммуникацию, кто-то на физические данные, кто-то пытается все рассчитать, а кто-то полагается на импровизацию. Но любая стратегия – это риск, за который тренер всегда отвечает в одиночку. Дать финальный свисток нашей выставки суждено было мне. Меня зовут Алблак52, я живу в Петербурге и читаю рэп про наш город и про то, что меня окружает. Я родился в 99 году, когда наша страна и «Зенит» в частности перевернули страницу вековой истории и начали совершенно новую жизнь. Для «Зенита» 21 век – это век грандиозных и, надеюсь, нескончаемых побед. Для Петербурга это время обновления и стремительного развития. Все наши победы и в жизни, и на стадионе в первую очередь связаны с любовью. Любовь к городу, к истории, музыке, футболу и к людям. «Зенит» для Петербурга – это больше, чем футбол. Любите своих близких и верьте в лучшее, а мы всегда будем ждать новых побед.